Это 8000 американских долларов. А это то, что на них можно купить. А это то, что происходит со всем этим добром у большинства людей с обычным набором подписок за 5 лет. Да, вы не ослышались. Это не за технику, не за отдых и не за то, что можно потрогать руками. Деньги утекают за доступ. И самое интересное, и может быть даже печальное в этой истории то, что сумма продолжает расти каждый год. Даже если на что-то новое за это время вы больше не подписывались. Сегодня я покажу, откуда взялась эта цифра, как дорожают сервисы, пока вы на них не смотрите, и что с этим можно сделать за короткое время просмотра данного выпуска. Вы на канале «Цена решений». Про деньги, разумный комфорт и реальную стоимость того, что мы выбираем каждый день. Меня зовут Андрей Бурцев. И вот теперь обо всем по порядку. Вспомните, когда последний раз вы доставали кошелек, чтобы заплатить за подписку. Вот так, чтобы прям осознанно вводили данные карты и нажимали кнопку «Оплатить». Большинство людей называют тот момент, когда они, собственно, подписывались. То есть, как правило, год назад, может быть, 2 года назад. А дальше списание просто становится фоном. Огромное количество подписок, каждая там в среднем была по 35 рублей, и все деньги снимались со счета рано утром. Когда вы покупаете ноутбук за $1500, это ощущается как такая большая покупка. Мозг четко фиксирует эту трату, взвешивает, и что-то внутри вас определенно реагирует на происходящее. А $9 и 99 центов за облако мозг почти не замечает. Подумаешь, какая мелочь. Это же чашка кофе с круассаном, невелика потеря. Ноутбук вы покупаете раз в несколько лет. А подписка – это обязательство без срока действия, которое работает само, пока вы его не остановите. И вот это само тут очень много решает. Я уже говорил в прошлом выпуске, что люди в среднем недооценивают свои расходы на подписки. Это где-то в 2,5 раза. Мы в голове держим одну цифру, а банк списывает совершенно другую. Ссылка на экране и в описании, если вдруг вы не смотрели. Сейчас я хочу разобрать немножко другое. Почему эта цифра продолжает расти даже без новых подписок? По факту выйти из подписки — это уже целая работа. Нужно вспомнить пароль, а потом найти нужный раздел настроек, подтвердить отмену, ответить на вопросы вроде «А вы точно уверены?» И напоследок еще где-нибудь отклонить предложение паузы, чтобы поставить ее на месяц. В итоге мы переносим это на завтра, которое годами не наступает. Вместо вежливого напоминания пробный период заканчивается таким тихим списанием часа в 3 ночи. И все деньги снимались со счета рано утром, причем даже не всегда приходило смс-уведомление. А когда цена вырастает, вам присылают письмо с заголовком или таким, знаете, длинным полотном соглашения, которое вы точно либо пропустите, либо не дочитаете до конца. Это часть самой модели. И еще один момент про зомби-подписки. Это вообще отдельная история. Удивительно, но многие почему-то думают, что если ударил приложение с телефона, то значит ура, и подписка автоматически отменилась. Оказывается, это такое частое заблуждение на самом деле. Удаление иконки с экрана, оно никак не разрывает подписку. Она живет глубоко в настройках App Store или Google Play, и деньги продолжают регулярно списываться каждый месяц. То есть, как вы уже понимаете, можно удалить приложение где-то год назад и до сих пор ежемесячно продолжать его оплачивать. При продаже подписок система достаточно гибкая. Вам как бы говорят, что если вам что-то вдруг не понравится, то вы можете отменить ее в любой момент. Формально это правда, но на практике именно этот вот любой момент люди откладывают месяцами, некоторые даже и годами откладывают. Да, все верно, гибкость существует, но большинство людей пользуются ей только при входе. И как мы видим, подключиться достаточно легко. А вот чтобы отменить, тут уже надо сильно постараться. Вот как это обычно собирается. Человек работает удаленно, умеет считать деньги, но без фанатизма. Netflix появляется первым. Потом, например, Spotify. Но потому что в наше время музыка без рекламы — это уже практически норма. Потом iCloud на 200 гигабайт. Так как в телефоне закончилось место под любимые фотографии, подключил себе тариф, купил потом себе новый телефон с памятью побольше, а подписка осталась. Далее, например, взял себе для большего комфорта YouTube Premium, чтобы без лишней рекламы. Только вот теперь она есть еще в Instagram и в TikTok, который он открывает вместо YouTube, а подписка все равно работает.
Что еще может быть? Ну, допустим, ChatGPT для работы и удобства, для планирования. Для полной картины взял себе еще подписку от Microsoft, когда нужен был Excel для одного из проектов. А сейчас он его использует там раз в 3 месяца. Потому что, по большому счету, Google Docs закрывает большинство задач. Ну и как вишенка на торте, антивирус за несколько долларов. Поставил когда-то еще на прошлый ноутбук, а подписка тянется до сих пор. Если спросить прямо вот в лоб, как говорится, то он назовет, наверное, максимум 4, 5 позиций. Это достаточно типичная картина, когда люди думают или предполагают, что у них 4 подписки. А в реальности там может быть и 6, и 7 подписок, просто потому, что часть из них слишком мелкие, чтобы держать их в голове. И в сумме набегает около $140 в месяц, или почти 1700 в год. И больше 8000 за 5 лет. Это, например, может быть как цена перелета бизнес-классом в какой-нибудь интересный город вроде Токио. Почему бы и нет? Когда-то в бородатом 2014 году Netflix стоил порядка $9 за стандартный план. Сегодня это уже $18, то есть вдвое за 11 лет. При том, что общая инфляция в США за этот же период составила порядка 40%. Но понятное дело, что Netflix 2014 года и Netflix 2026 года это не один и тот же продукт. Тогда почти не было каких-то оригинальных сериалов, качество было тоже другое, библиотека опять же была меньше. Часть этого ценового роста отражает реальное развитие сервиса. Но даже с учетом развития сервиса цена росла заметно быстрее общей инфляции. Для рядового пользователя это означает одну простую вещь, что привычная подписка дорожает гораздо быстрее, чем ему даже кажется. Даже тот же Spotify за 4 года пережил 3 повышения подряд. С $9 до $13. Мелочь, но все равно неприятно. Крупнейшие стриминговые сервисы подняли цены в среднем на 25-40%. И это только за пару лет, при инфляции 8-9% за тот же самый период. И тут есть еще один момент, который почти никто не считает. Когда вы покупаете подписку через приложение на iPhone, цена иногда выходит выше, чем на сайте того же самого сервиса. Это отлично видно на примере YouTube Premium в США. Когда через браузер видишь сумму в $14, а через App Store, пожалуйста, уже 19. $5 в месяц, $60 в год. Тоже неплохо. В данном случае разница связана с комиссией платформы, которую наш любимый сервис просто закладывает в конечную цену. И это касается не только YouTube. У многих сервисов внутри iPhone-приложения цена выше, чем на сайте. Схема тут простая до безобразия. На старте цена низкая, чтобы вы зашли. Потом ее, естественно, поднимают, потому что вы уже внутри и выходить становится неудобно. Это называется лог-ин, замок из вашей же истории использования. Скорее всего, вам попадалась новость о том, что в какой-то момент маркетологи из BMW в Корее решили и такие подумали, а не ввести ли нам подписку на подогрев сидений за $18 в месяц. Это при условии того, что эта функция уже физически установлена в автомобиль, который человек выбрал и уже оплатил. То есть в ней уже проложены провода, есть нагревательный элемент, но чтобы все это заработало, будь добр, подпишись и оплати. Конечно, после горячих споров от этой идеи решили быстро отказаться. Но вот сам вектор, он достаточно показателен. Яркий пример того, как пытаются натянуть подписки уже не только на софт или на медиа. Выберите один, чтобы узнать больше о функции, ваших преимуществах и ценах на доступные предложения. Done deal. Еще один прекрасный пример – это компания, известная своим продуктом для дорисовки пышных форм, для узких талий и кубиков на животе. Я говорю про Adobe. Она этот путь прошла уже полностью. Раньше, если вы помните, Photoshop и Illustrator покупались один раз и пользовались ими годами. Потом маркетологи из Adobe быстренько сообразили и убрали эту возможность. Сейчас полный пакет стоит около $70 в месяц, то есть 840 в год. А за 5 лет это уже больше 4000. Хотя, конечно, тут есть кое-что важное. И с моей стороны будет честным ответить на возражение, которое уже сейчас начинает в вашей голове потихонечку возникать. Adobe сегодня это не тот же самый Photoshop из коробки 2012 года. Там сейчас подкинули нейронки, все эти инструменты, постоянное обновление, облачную синхронизацию, генерацию фото и видео через AI. Все офигенно и круто. Если вы дизайнер или, может быть, видеограф, который работает в этих программах каждый день, то, конечно же, подписка может окупаться уже и после первого проекта. Я тут даже с этим не спорю. Но чтобы было проще понять, к чему я веду, то вспомните, например, про фитнес-клуб. Да, я член клуба.
Пытаюсь ходить туда 4 раза в неделю, но пропустил последние 1000 занятий. Вы покупаете годовой абонемент или ежемесячную подписку, кому как удобнее. В январе вы еще дисциплинированные, вы сходили раза 3 в неделю, молодцы. В феврале уже пару раз, в марте, может быть, один разочек сходили. А после загула на майские праздники вообще перестали ходить. При этом деньги продолжают списываться, клуб работает, вы продолжаете платить, но только уже в смысле о том, что я, может быть, когда-нибудь снова начну. Абонемент истекает, вы берете следующий, подписка продлевается, и история повторяется. Почему ты его не бросишь? Думаешь, мне нравится, что они снимают по $50 с моего счета каждый месяц? Нет, им нужно, чтобы я лично явился. Кстати, одно из частых правил отмен таких подписок является то, что человек должен оплатить еще один дополнительный месяц. Это на случай, если он не хочет больше ходить или хочет сменить клуб. И вот тут у многих в голове начинаются торги и сомнения. А вдруг я передумаю и захочу продолжить? А вдруг вот в том новом клубе мне не понравится, я захочу вернуться, а тут у меня целый месяц сгорает? И пока на фоне этих сомнений человек не может договориться с самим собой, подписка продлевается на следующие и на следующие месяцы. Точно по такому же принципу работает Adapt для огромной части своих подписчиков. За одним таким персоналом, который имеет постоянную загрузку по работе, стоит просто гигантская толпа людей, которые открывают Photoshop, может быть, раз или два в квартал, чтобы там обрезать фотографию, либо убрать себе лишние прыщи на лице. Среди этой толпы наверняка есть студенты, которые взяли подписку на время учебы и забыли ее отменить. Также там наверняка фрилансеры, у которых закончился крупный проект, а следующий пока не предвидится. И вот как раз таки для них $840 в год — это налог на инерцию. И ребята из Adapt и подобных корпораций это прекрасно знают. Для человека, который пользуется Adapt не каждый день, подписочная модель превращается достаточно легко в дорогую привычку. Особенно, например, если проект закончился, а списание продолжается. Еще один момент про психологию. И он работает не только с Adapt. Многие не отменяют iCloud не потому, что им действительно нужны эти 200 гигабайт, а потому что элементарно боятся. А вдруг вот все мои фотографии или файлы возьмут да исчезнут, включая все эти бесценные фотографии электросчетчиков, завтраков из кафе и кошечек-собачек. По большому счету вы уже платите не за место в облаке. Давайте признаемся сами себе. Вы просто платите банально за то, чтобы не тревожиться. Это налог на страх что-то потерять. И, конечно же, корпорация торгует этим спокойствием совершенно осознанно. Ну что ж, сложим все это в одну таблицу. Так скажем, типичный набор для работающего человека в этом году. Стандартная подписка Netflix $18, Spotify $13, YouTube Premium $14, iCloud на 200 гигабайт за какие-то несчастные там $3, ChatGPT 20, еще VPN за $13, конечно же, подписка на Microsoft за десяточку. Итого около $90 в месяц. И вот, собственно, почему цифра 8000 не выглядит преувеличением. У одного человека это может быть около $90 в месяц, у другого 120 или даже 140. И уже на дистанции в 5 лет разница между вот этой фразой «подумаешь, там какая-то пара подписок» и реальными расходами, она легко превращается в сумму от 5 до 8 с лишним тысяч долларов. А если еще сверху добавляются профессиональные сервисы вроде Adapt, то итог становится еще выше. Для простоты понимания или наглядности посмотрим на это немножко под другим углом. Даже $90 в месяц на подписке — это примерно 6 часов работы при доходе $2500 в месяц. То есть почти целый рабочий день уходит только на то, чтобы заплатить за доступы. На эти деньги можно купить 2 MacBook Pro. Я, конечно, не знаю, зачем вам 2, но сумма позволяет. Иными словами, позволяет закрыть крупную покупку, которую вы бы действительно заметили. Но вместо этого сумма растворяется маленькими списаниями по $9.99, пока вы заняты другими делами. Знаете, вот ради интереса, задайте себе прямо сейчас один вопрос. Вы бы согласились, если бы вам предложили заплатить всю ту сумму, за которую вы тратите за год, одним платежом сразу? Если ваш ответ нет, значит часть этих подписок точно лишняя. Если вам не лень, то вот прямо сейчас возьмите и откройте страницу подписок в вашем телефоне. Я уверен, что у некоторых из вас найдется хотя бы как минимум одна подписка, которой он не пользовался уже больше месяца. Напишите в комментариях, что вы нашли. Посмотрим, у кого будет самая неожиданная находка. В этом месте, по правилам YouTube, я должен попросить вас подписаться. Я очень прошу вас об этом и буду искренне рад, если вы останетесь со мной. Это бесплатно и, как говорится, без смс-регистрации. Нажмите на кнопки под этим видео, поставите лайк, подписаться, включить уведомления. Сделали? Спасибо. Продолжаем. Короче, план такой. Прежде всего, откройте свое банковское приложение.
То есть начнем даже не с раздела подписок в настройках вашего телефона. Там видно не все. Банк — это единственное место, где видна полная картина по вашим списаниям. Так вот, отфильтруйте регулярные списания за последние пару месяцев и выпишите каждое повторяющееся. Вот прям все без исключения. Даже те, что вы прям смотрите и думаете, ну это я точно знаю. У многих из вас уже прям на этом шаге появится 1 или 2 сюрприза. Дальше. По каждой из этих позиций задайте себе один единственный вопрос. Открывал ли я это за последние 30 дней? Но только давайте не с позиции того, что я планировал это сделать или там скоро открою, а вот конкретно открывал или не открывал. Вот все, что вы не открывали, можете смело отменять. I am inevitable. Скорее всего, ваш мозг сейчас предложит целую гору причин, почему этого делать не стоит. Среди них, возможно, будут такие, как «а вдруг будет новый сериал?», или «мне это точно когда-нибудь пригодится на работе?», ну или «жалко терять историю». Это и есть та самая инерция, о которой я говорил ранее. Если вам это снова понадобится, то это займет пару минут, и вы еще раз подпишитесь. Такие проверки можно повторять регулярно, например, раз в квартал. Этого будет более чем достаточно. Говоря про себя, я как-то раз таким же вот образом нашел пару подписок, которыми я уже давно не пользовался. Одна из них была на спутниковое радио в машине, эту машину я уже давно продал, а подписка продолжала капать. А вторая подписка была на мобильное приложение. Оно мне позволяло ставить субтитры, и я его использовал по работе. Но потом я эту программу успешно поменял на другую, а подписка продолжала списывать деньги. В моем случае эта сумма была небольшая, около $27 в месяц, но опять же списывалась на ровном месте в никуда. В качестве такого небольшого отступления дам дисклеймер. Это разбор решений и их последствий. То есть это не финансовая консультация. Цифры ориентировочные и зависят от набора сервисов и страны, в которой вы живете. Решение вы принимаете самостоятельно. Сумма $8 тысяч за 5 лет складывается как раз таки из маленьких решений и самой этой системы, которая именно так и спроектирована. Как я говорил в прошлый раз, мы обычно не делаем каких-то больших глупостей. Ну, как правило. Наоборот, мы часто не замечаем мелких. В данном конкретном случае подписка — это расход без даты окончания. И прекращается он только в тот момент, когда вы его сами останавливаете. В следующем выпуске я расскажу о том, что я выбросил после первого переезда. И во сколько мне обошлись мои, как мне казалось тогда, правильные решения. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если этот выпуск был вам полезен, то поставьте лайк, подпишитесь. В описании к этому видео также есть ссылка на мой телеграм-канал. До встречи в следующем видео. Пробуйте.